Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала Ураборус. Загадочные фигурки дошумерской цивилизации. Согласно древним мифам, людей сотворили боги где-то на земле между Тигром и Ефратом. Именно там когда-то находилось Шумерское царство. В этих благословенных местах существует множество загадок, откуда пришли шумеры и кто они. Но и до шумеров эти благодатные земли не пустовали. Цивилизация, обосновавшаяся там, в дошумерское время оставила после себя множество интереснейших артефактов и даже статуэтки. Вот по поводу этих статуэток из археологического памятника Тель-эль-Убейд ученые и любители древности до сих пор ведут ожесточенные споры. Из камня и глины. Находки статуэток не редкость для археологов. Первые антропоморфные изваяния известны еще со времени палеолита. Это так называемые палеолитические Венеры, женские фигурки с огромными бедрами и грудями. По мысли пещерных скульпторов должны были указывать на главную функцию женщины в первобытно-общинном мире – детородную. Прошли тысячелетия, и на смену Венерам пришли статуи правителей и богов. В Месопотамии люди рано перешли к оседлости. Появились первые протогорода, появились сакральный комплекс, где наши предки совершали священнодействия, чтобы избежать всяких напастей и всегда иметь хороший урожай. Жертвенники богам сопровождались и каменные изваяния этих богов. Земные правители удостаивались увековечивания, поскольку они тоже причислялись к богам, выполняли их функции на земле и даже принимали небесные имена. Обычно и у богов, и у правителей тело и лица были вполне человеческими, однако не всегда. Храм из Тель-эль-Убейда. Тель-эль-Убейд – искусственный холм вблизи древнего города Ур. Первым обратил внимание на это привлекательный холм археолог Гарри Холл, который по воле судьбы возглавлял раскопки 1918-1919 годов вместо внезапно заболевшего руководителя экспедиции Леонарда Кинга. Именно ему пришло в голову идея провести в Тель-эль-Убейде разгадочные раскопки. Но слава исследователя Тель-эль-Убейда досталась не ему, а другому археологу – Леонарду Вулли. Вулли должен был, согласно плану работ, заниматься раскопками Ура, но он сразу же влюбился в древнейший храм в Тель-эль-Убейде. Продолжив работу Холла, он нашел около лестницы деревянные колонны, одни из которых были инструктированы перламутром, сланцем и яшмой, а другие были обшиты листами меди. Также лежали медные быки, барельефы из меди, изображавшие отдыхающих быков, инструктированные глиняные цветы. На высоких стеблях некоторые даже сохранили целыми. Вулли реконструировал внешний вид храма так. Быки прежде стояли на карнизе вдоль храмовой стены. Между ним в специальные отверстия были оставлены глиняные цветы. И создавалось впечатление, что животные пасутся не на лугу выше этой сценки. Один над другим располагались три фриза. На одном быки лежали на лугу, а на другом изображались дойка коров, на третьем птицы. Продолжив раскопки, Вулли нашел ниже лестницы статую тельцов, видимо поддерживавших трон божества, символ которым был барашек. Но этих эпохальных находок храма Вулли не остановился. Тут же он принялся исследовать соседний холм меньшего размера. Холм, к великой радости археолога, оказался кладбищем. И именно здесь, в могилах, и обнаружились статуэтки весьма странного вида. Причем сначала древние могилы вызвали лишь вздох разочарования. Все погребания были очень бедными. Единственное достояние, которое нашлось в могилах – черепки керамики. Но черепков оказалось так много, и все они были настолько различными, что вскоре Вулли удалось составить первую для убидейской культуры таблицу древней керамики. Повезло ему еще и в том, что, продолжив углубляться в нижние археологические слои, он натолкнулся на гончарную мастерскую, где обнаружил даже древний гончарный круг. По мере движения вниз, в глубины истории были вскрыты и другие захоронения, некоторые с более богатым содержимым, то есть не только с обломками сосудов. Среди найденных артефактов наибольшее внимание ученых привлекли глиняные фигурки, которые родственники усопших клали им в могилы. Это были антропоморфные фигурки мужчин и женщин, но пропорции, тела и головы этих статуэток вызывали настоящее потрясение. Все изваяния изображали весьма странных людей.
с необычно широкими плечами, имевшими какие-то бугорчатые украшения, которые делали плечи еще шире, с очень узким тазом и длинными руками и ногами. Лица фигурок и вовсе были нечеловеческими. Больше всего они напоминали морды ящериц, глаза посаженные по обе стороны головы, а на лице сильно вытянутые и лишенные растительности головы, широкие рты, больше напоминающие пасти. Головы некоторых фигур венчали высокие конические шапки. У одних руки были поставлены на поясе, а у других сложены на груди. Некоторые женские фигурки держали на руках младенцев, того же нечеловеческого типа, с вытянутым черепом, глазами по бокам головы и пастью вместо рта. Впрочем, самого Вулли гораздо больше интересовала трансформация керамики. Во времени найдена им полоса чистой земли, точнее ила, за которой снова следовал культурный слой. Вулли был сторонником теории о достоверном происхождении библейской легенды о всемирном потопе. Облик терракотовых статуэток, найденной экспедицией, интересовал его гораздо меньше, зато последующее поколение эти странные фигурки молчанием не обошли. Любители непознанного тут же окрестили их людьми-ящерицами или рептилоидами, которые якобы и основали в Месопотамии цивилизацию людей. Энки, спаситель людей. Откуда пришли эти люди, неясно. Некоторые горячие головы считают, что едва ли не с другой планеты, якобы они быстро подчинили себе местных жителей, сделав из них рабов. Местные жители сильно отличались от завоевателей, настолько сильно, что они считали своих повелителей богами. Отголоски исторической правды о древних богах вошли в мифологию Месопотамии и прилегающих территорий. Со времени людей забыли, как выглядели их боги-творцы, но те, кто жили тысячелетия назад, еще отлично помнили. Вот изображали создателей в истинном обличии, с головами, как у рептилий, с длинными тощим телом и слаборазвитой мускулатурой. На самом деле, человечество, конечно, ничем не обязано ни динозаврам, ни драконам, ни крокодилам, ни прочим земноводным и пресмыкающимся. Но вот боги и богини с нечеловеческими лицами, пропорциями вполне могли существовать. По многим мифам, и не только месопотамским, одни боги сошли с небес, а другие вышли с моря. Морские боги жителей Тель-эль-Убейда вполне могли выглядеть как рептилии. К сожалению, об этих древних богах нам известно только одно. Они были, например, в Шумере с огромным уважением относились к доброму водному божеству Эа, Энки. К сожалению, об этих древних богах нам известно только одно. Они были, например, в Шумере с огромным уважением относились к доброму водному божеству Эа, Энки. Именно он решил спасти людей от насланного на них богом Энлилем потопа. Энки, по его совету, благосчастливый Зиусудра, он же Утнапиштим, построил корабль, на котором спасались от наводнения члены его семьи, а также другие живые существа. Изображался этот бог птичьим или рептилоидными чертами, и не только Энки изображался не совсем человеком, и не только у шумеров, достаточно обратить взгляд на соседний Египет. Уж там-то мы найдем богов с птичьими головами, богов в кошачьем облике, и главный водный хищник Египта, крокодил, тоже не обойден вниманием. Так что не память о рептилоидах хранила благородные им земляне, а попросту наделяли своих богов чертами той стихии, где божество проводило большую часть жизненного цикла: воды, воздуха, горных массивов, языков огня, подземелий и бескрайних пустынь. Друзья, мне интересно ваше мнение. Как вы думаете, что это за загадочные фигурки дошумерской цивилизации? Надеюсь, вам понравилось видео. Напомню вам, если вы впервые на этом канале и хотите первыми узнать о свежих выпусках, просто оформите подписку на канал и нажмите на колокольчик. Свои отзывы, просьбы, пожелания указывайте в комментарии. Ну что ж, увидимся с вами снова на канале Ураборос. Пока!